Займ Z5, 145 Вт, классный Powerbank на 25 тысяч мА с Power Delivery 3.1. И вообще тут он появился у меня на канале, потому что когда я делал обзор вот такого вот югринчика, классного югрина, 145 ватточки, она реально очень крутая, очень классная. Мне говорили, а нафига вот этот вот югрин, если есть займ, который стоит там почти в 2 раза дешевле? Я вам скажу, в этом есть смысл. Мы еще выпустим баттл между тремя пауэрбанками 145, которые казались бы вообще одинаковыми, но сегодня мы рассмотрим в этом обзоре конкретно Z5, почему он стоит дешевле, какие нюансы есть и честный ли он по емкости. Поэтому ссылки в описании под видео и на Ugreen, и на Займ. Подписываемся, нажимаем колокольчик на канале Технозон, поехали. Мы на Алиэкспрессе, Займ Z5. И когда говорим, допустим, о Ugreen, то я не понимаю этого хейта, потому что он базовый стоит $65, а про 2 раза они имели в виду, когда начинали меня там хейтить, что 25-ка в полной комплектации, например, можно 25-ку взять в комплектации с зарядником, со всем остальным стоит 89. Я не понимаю, о каких почти 2 разах шла речь у комментаторов, но сам факт. Так вот, сам займ 145 Вт, 25 тысяч мА. Как они заявляют, это мы сейчас будем все проверять. И поехали ниже. Ну, вот у нас сразу дают и раскладки, и внешний вид. Ну, по внешнему виду давайте посмотрим. Вот так вот он выглядит. Коробочка, неплохая коробочка, достаточно приятная. Ничего тут интересного нам не написано, кроме там всех этих расписаний, которые нужно проверять однозначно. Сам по себе Powerbank, он тяжелый, увесистый, скажу я вам. Сбоку у нас есть, смотрите, какая индикация классная. Сбоку есть кнопка включения. Если ее зажать, то включится у нас именно режим медленной отдачи. Тут у нас есть, вот видите, 100-ваттный порт один и есть 140-ваттный порт, смотрите. И Type-A-шечка. Тут я не знаю, зачем они это все расписали в таком вот варианте. Это прям невозможно читать. Смотрите, оно все мелкое. 3 порта у нас получается. Есть кабель зарядки фирменный, который идет в комплекте. Достаточно классный кабель, кстати. Ладно, по внешнему виду он нормальный. Вот тут вот нам начинают рассказывать, что здесь 21700 вот эти вот элементы. У нас есть 25 тысяч мА. У меня сразу вообще вопрос. А какого хрена они все это дело меряют в миллиамперах? Потому что Powerbank должен замеряться в ватт-часах. Так вот, в моей аналитической записке по займу 90 ватт-часов они заявляют его емкость. Это на 25 тысяч мА, конечно же, в пересчете конвертации 90 ватт-часов. Итак, взял он на заряд, мы тестировали 90,746. Отдал на разряд он 71,732 ватт-часа. И все это получается полезная отдача в 79,77 и полный цикл 79%. Не верите? Давайте я вам покажу, как мы тестировали. Вот мы, пожалуйста, на нуле стартуем зарядку данного займа. Используем конкретно очень быстрые зарядные устройства. Мы подали на него 140 Вт. Вот все у нас по нолям. И пошли смотреть, что у нас получится. Он включился. Пошел набор скорости. Смотрим. 63 Ватта. Он берет на зарядку. Вот вам, пожалуйста, результат 90,76 до 746 тысячных, до 100%. Вот он. Вот, пожалуйста, мы стартуем разряд 145 Вт, он 100% заряженный. Пожалуйста, вот он, это конкретно займ. Мы ничего другого не показываем. Давайте включаем его. У нас здесь все по нолям. И включаем на разряд через триггер, обязательно давая ему именно нагрузку. Разряжали мы его на скорости 101 Вт. Пожалуйста, вот он погнал. Там 106 даже пишет. И вот когда мы дошли до нуля, он показал, сейчас я вам покажу фактический результат. Давайте воткнем, дадим питание на тестер, чтобы хотя бы увидеть, что он там записывал. Смотрим. Он у нас отдал 71,732. Все мы вбили в таблицу. И если взять наш калькулятор
допустим, пауэрбэнков, то мы можем вам сказать 25 тысяч миллиампер на 90 тысяч, на 90 ватт часов, 71 732, 90 746 разряд, то он честный, он абсолютно честный пауэрбэнк с КПД 99, 89,4 средний, по КПД разряда он идет 79,7. Это меньше, чем у Ugreen, я говорю сразу. И потом в следующем батле, когда уже отдельное видео мы выпустим, мы это докажем. Была еще одна проблема. Во время зарядки он у нас выключился, при этом оставалось 25%. Начали разбираться и только потом поняли, когда убрали зарядку, именно мощность, мы поняли, что данный Powerbank уходит в перегрев при постоянной нагрузке в 100 Вт. То есть нам приходилось ему давать остыть, когда он подошел к 25% остаточной емкости. Он начал нагреваться. Этот факт мы зафиксировали, должны вам о нем сказать. То есть фактически у нас КПД от номинала 79,7. То есть по емкости Powerbank честный. На заряд принял практически ровно заявленные 90 Вт-час. Полезная отдача 71,7. Но, кстати, на заряд он должен был принять больше. Поэтому тут тоже такой вариант. Либо у него там мега КПД, конечно, либо, ну, и есть как есть. По портам. Порты и протоколы. Хотя я здесь их и внес, я должен вам показать конкретно тесты этих портов и протоколов. Давайте пробуем сразу порт 100 ваттничек. Обязательно подкидываем питание и стартуем автодетект. У нас как раз включилась, видите, включилась индикация, он начал перебирать режимы. Кстати, на индикации сейчас будет показывать, как оно будет переключать вольтажи, будет запрашиваемые вольты переключать. Давайте ждем конца теста. Видите, вольты пошли 7,4, 5,8, 6,8, то есть у нас пошло переключать. Он разные режимы проверяет. Итак, мы видим, смотрите, сейчас мы поближе сделаем. На этом порту Power Delivery 3.0 5, 20 вольт 5 ампер, плюс есть PPS 21 амперный, 21 вольтовый. Теперь включаем тот же самый на втором порту. То есть есть стандартные наборы, скажем так. То есть и AFC, и SCP, и FCP, и плюс еще и Quick Charge до 12 вольт. Ну а здесь мы видим с вами примерно ту же ситуацию. Quick Charge 3 плюс до 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP 25 ватт, AFC 12 вольтовый. И вот здесь вот уже Power Delivery 3.1, как мы видим, именно на этом порту. Давайте покажу, что у нас тут есть. AVS 15 до 28 вольт, 140 ватт и фиксированный 28 вольт 5 ампер. Это, кстати, прикольно, что здесь есть AVS. Ну, в принципе, очень прям хороший порт. Давайте Type A проверим. По Type A все стандартно, понятно. Quick Charge, давайте, 2, 3 до 12 вольт. Samsung AFC с Huawei FCP, Huawei SCP. SCP есть у нас 40 ватт, и здесь все в принципе стандартно и достаточно неплохо. Есть еще МТК, PE 1.1 и 2.0. По мощности зарядки, конечно же, мы используем нагрузку и подкидываем ему Power Delivery Trigger в 28 вольтовом режиме для того, чтобы понять, насколько он возьмет, вернее, отдаст максимально энергии, вернее, мощности. Давай, поехали, набираем на нагрузочке. И что мы видим с вами? 70, 80, 90, 107, 120 ватт, 130, 142 ватта. Стабильно держит, хорошо держит, вообще без вопросов, отлично. То есть, ну, тут как есть, мы подтверждаем, да, есть 142 ватта, но у нас, не забывайте, что присутствует эффект небольшого перегрева. Здесь у нас фиксировано PPS, фиксировано 20 вольт 5 ампер и PPS до 21 вольта. Давайте включим с вами конкретно на 20 вольт, включили и дадим нагрузку. Погнали 40, 50, 60, 70, 80, 90, 103 ватта. 103 ватта, отлично. На 107 он уже уходит в защиту, на 108 даже. 108 он уходит в защиту. И давайте Type A, то есть то, что защита есть, это уже хорошо, то есть Powerbank безопасный. Ну, мы с вами видели, что он уходит в защиту даже при перегреве. Давайте проверим Type A ресурс. Включаем нашу нагрузочку и выбираем, давайте, Quick Charge 3 триггер. Догоняем до 12 вольт сам по себе триггер. Насколько он его даст, этот догнать до 12 вольт. О, подождите, а как он дает 20? Если он показывал 12, он 20 дает. 20 вольт. Да ладно, прям хорошо.
Ну, давайте посмотрим на нагрузочку, какую он сразу вырубается. Хорошо, ну давайте посмотрим еще раз. Так, и пошли догонять. 14 ватт, 15, ну давайте 17 ватт, 18, 19, по чуть-чуть добавляем 20 ватт. На чем он сработает? 21, 22 ватта. Ну давай, 22 с половиной. 23 ватта есть, держит. Поехали вверх. 24 ватта. 25 ватт, 26 ватт, 27, 28, 29, 30 ватт. Это уже хорошо. 32, 33, 34, 35. Срабатывает все-таки защита, но заявлено 65. И давайте посмотрим, что здесь заявлено. Так, HD дисплей, прикольно. Можно возить в самолетиках очень хорошо. 140 ватт на один порт, шикарно. И у нас здесь, ну, то, что они... А зачем они показывают эти вольтажи, для чего? Вот здесь вот прикол в чем. Он берет на зарядку 100 ватт, как он говорит, self-charging. Поддерживает лэптопы 140 ватт. И есть у него UFCS. Это универсальный Fast Charging Specification. Но у меня не было, он не показывал UFCS. Дело в том, что мой тестер обязан показывать UFCS. Я там UFCS не видел. 21 700 Power целые, 25 тысяч миллиампер. Слушайте, ну хорошо, а где расписание? Где расписание для этого? Ага, видите, USB-A output 65 ватт максимально. Он не держит 65 ватт, 35 ватт максимально. По расписанию C1 плюс C2, либо C1 плюс A1 это 100 плюс 45. C1, C2 плюс A1 это 15 плюс 15. И 3 порта одновременно это 100, 15 и 15. Вот таким вот образом разделено. Проверка на независимые порты. Сейчас мы включили одно устройство заряжаться. И сейчас попробуем включить другое устройство и должны увидеть либо передергивание сигнала, либо его нет. Давайте попробуем ноутбук просто-напросто включить и посмотреть, будет ли. А ну, включаем. Да, он передергивает, порты зависимые, это то, что нам требовалось доказать. И сквозная работа, он может и заряжаться, и отдавать питание одновременно. То есть такую сквозную работу обязательно просили проверять на такого рода павербанках. То есть, пожалуйста, он заряжается сейчас 20 вольт, 37 ватт идет. И можем включить, грубо говоря, и также заряжать одновременно телефон. Смотрим, что у нас ничего не поменялось. Он отдает, как отдает. Просто Powerbank практически заряжен. Ну и смотрите, проверка заявлений производителя. 90 ватт. Да, подтверждаю, честный. 140 ватт, ERP 28 вольт, 5 ампер, нагрузочный тест подтверждено. C2 100 ватт подтверждено. USB-A. Протоколы шикарные, но полные 65 ватт стабильно не доказаны частично. Суммарно 145 зависит от схемы распределения, условно, скажем так. И безопасная длительная работа в тяжелом тесте был перегрев. То есть тут у меня есть замечание. По самому Powerbank для 140 ватт нужен либо родной кабель, либо сторонний с ERP, вот этот ERP кабель с E-маркером, для того, чтобы правильно определяло протоколы. Суммарные 145 ватт вы не получите в суммарном режиме, это мы уже с вами поняли. И при использовании трех портов ограничивается 130 ваттами максимальная мощность данной зарядки. Хотя в целом зарядка честная, ну не зарядка, Powerbank. Powerbank честный, емкость честная, но я рекомендую больше Ugreen. Стоит он не намного дороже, на $5 без блока питания, с блоком питания еще ну, чуть дороже, но это будет выгоднее. И Ugreen однозначно лучше. Посмотрите мой обзорчик на Ugreenчик, на который я вам тоже закинул в описании под видео ссылочку. А в целом с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.